Весна 1900 года. Эгейское море между Критом и материковой Грецией. Небольшое судно с ныряльщиками-загубками идет из Симы в сторону Туниса. И тут налетает шторм. Капитан Димитриос Кандос уводит корабль в укрытие, к маленькому пустынному острову Антикитера. Скала, коза, ветер. Делать нечем, ждать шторма скучно. И капитан решает, раз уж встали, пусть ребята нырнут, посмотрят, что там за губки на дне. Один из ныряльщиков, Элиас Стадиатис, уходит на глубину 45 метров. По тем временам это почти предел. Тяжелый медный шлем, свинцовые ботинки, воздух качают вручную сверху. И там, во тьме на дне, он видит то, от чего у него перехватывает дыхание. Тела. Десятки тел. Раскиданные по дну, кто-то лежит, кто-то будто тянет руку вверх. Стадиатиса поднимают наверх в панике. Он думает, что наткнулся на братскую могилу утонувших моряков. Спускается сам капитан и понимает, это не трупы, это статуи. Бронзовые и мраморные. Десятки фигур, герои, боги, лошади в полный рост. 2000 лет пролежавшие на дне моря. Корабль, который вез все это богатство, затонул здесь еще в античности. И теперь по чистой случайности шторм пригнал горстку ныряльщиков за губками прямо на одно из самых громких открытий в истории археологии. Но самое странное было еще впереди. Среди золота, мрамора и бронзы поднимут со дна маленький невзрачный комок, покрытый коркой ракушек и окислов. На него сперва даже никто не посмотрит, его чуть не выбросят как мусор. А потом окажется, что именно этот комок, ни статуи, ни золото, ни мрамор, заставит ученых 20 века усомниться в том, что они вообще понимают об античном мире. То, что подняли со дна у Антикитеры за следующий год, до сих пор считается одной из крупнейших находок античного искусства за всю историю подводной археологии. Бронзовый юноша с Антикитеры, статуя атлета IV века до нашей эры, с точенными пропорциями, будто и не 20 веков под водой пролежала. Философ, бронзовая голова с бородой и таким пронзительным взглядом, что по нему до сих пор спорят, кто это вообще. 36 мраморных скульптур: Геракл, Одиссей, Диамет, Гермес, Аполлон. 3 мраморных коня в полный рост, 4-го потеряли уже при подъеме. Он до сих пор где-то там, на дне. Бронзовая лира, стеклянная посуда, украшения, монеты. Судя по грузу, корабль шел откуда-то с востока Эгейского моря, скорее всего с Родоса, и держал курс на Рим или в порт Путиолы в Италии. Обычный, в общем-то, для тех лет рейс. Везли награбленное или купленное греческое искусство богатым римлянам, которые как раз в это время были помешаны на всем эллинском. Дата тоже примерно ясна. По монетам и амфорам получается, что корабль пошел ко дну где-то между 70-м и 60-м годом до нашей эры. Работать на такой глубине 100 с лишним лет назад было почти самоубийством. Из воды поднимали медленно, декомпрессия толком не соблюдалась. Тогда об этом мало что знали. Один из ныряльщиков, Георгиос Критикос, погиб от кессонной болезни прямо во время экспедиции. Еще 2 остались парализованы. После этого работы на сезон свернули. То есть за это открытие в буквальном смысле заплатили жизнью. И вот что удивительно. Годы спустя, когда историки будут пересказывать эту находку, главным героем истории окажется вовсе не юноша с Антикитеры и не Геракл, а тот самый невзрачный комок бронзы, который в первые месяцы даже не считали ценным экспонатом. Его просто отправили в запасники Национального археологического музея в Афинах, вместе с другими обломками, и благополучно о нем забыли. Пролежал этот комок в музее почти без внимания несколько месяцев. За это время бронза начала подсыхать и трескаться. И вот тут-то и открылось то, что никто не ожидал увидеть. Внутри комка под слоем окислов и известковых наростов проступили зубцы. Ровные, мелкие, металлические зубцы, как у шестерни. В 1902 году в музей заглядывает греческий политик и археолог-любитель Спиридон Стаис. Он замечает эту деталь и обращает на нее внимание своего двоюродного брата Валериоса Стаиса, который как раз возглавляет музей. Валериос присматривается внимательнее и понимает, это не просто кусок металла, это механизм. С шестернями, осями, шкалами и надписями на древнегреческом. И дальше начинается самое интересное, потому что научное сообщество этому открытию, мягко говоря, не обрадовалось. По всем правилам истории техники такого просто не могло быть. Сложные зубчатые механизмы —
Это, как считалось, изобретение куда более позднее. Часовые механизмы в Европе появятся только в средние века. А тут корабль тонет за 60 с лишним лет до нашей эры, и на его борту лежит вещь с точными бронзовыми шестернями. Многие ученые предпочли просто отмахнуться. Говорили, это, наверное, астролябия, случайно попавшая на корабль вместе с грузом гораздо позже, уже после крушения. Или вообще поздняя вещь, которая как-то перемешалась с античными обломками при подъеме. Официальная наука на добрые полвека оставила этот вопрос без внятного ответа. Механизм лежал в витрине, разбитый на несколько кусков, и, по сути, ждал человека, который отнесется к нему всерьез. Такой человек нашелся только в середине 20 века и потратил на разгадку не месяц и не год, а буквально всю жизнь. Дерек де Соло Прайс, британский физик, увлекшийся историей науки. В 50-х годах он впервые видит фрагменты антикитерского механизма и, в отличие от коллег, не отмахивается. Он одержим. И эта одержимость растянется на 20 лет. Прайс добивается разрешения на рентген фрагментов. Вместе с греческим специалистом Харалампосом Каракалосом в 1971 году они, наконец, получают первые внятные рентгеновские снимки нутра механизма. То, что скрыто под слоем окислившейся бронзы и коралловых наростов, но никогда не было видно человеческому глазу. И там внутри целый мир из шестеренок. Прайс насчитывает минимум 30 зубчатых колес, вложенных друг в друга слоями, как в швейцарских часах. Только эти часы на пару тысяч лет старше самой идеи часового механизма в привычном нам виде. В 1974 году Прайс публикует итоговую работу с говорящим названием «Шестеренки от греков». В ней он впервые заявляет прямо: перед нами не астролябия и не случайный поздний предмет. Перед нами древнегреческий календарный компьютер. Механическое устройство, которое рассчитывало положение небесных тел. Это была революция в истории науки. Но даже Прайс при всей его дотошности не смог прочитать механизм до конца. Фрагменты срослись между собой окислами. Рентген того времени просвечивал металл насквозь, но не мог разделить слои шестеренок, наложенные друг на друга. Часть надписей была настолько мелкой и стертой, что оставалась просто нечитаемым шумом. Прайс умер в 1980-м, так и не увидев полной картины. Дальше эстафету принял британский инженер и часовщик Майкл Райт, который в 90-х сделал еще один шаг вперед с помощью новой техники — ламинографии. Он первым предположил, что механизм показывал не только Солнце и Луну, но и движение известных на тот момент планет. Но настоящий прорыв случится только в 2000-х, и для него понадобится оборудование, которого просто не существовало ни при жизни Прайса, ни в 90-х. 2005 год. В Афины приезжает 8-тонная промышленная рентгеновская установка. Такую обычно используют для проверки турбин самолетов, а не музейных экспонатов. Ее с трудом заносят в подвал Национального археологического музея. За проектом стоит команда под руководством британского математика Тони Фрита и профессора Майка Эдмундса, международное объединение британских и греческих университетов, которое возьмет на себя расшифровку механизма на годы вперед. Их цель — просветить компьютерной томографией все 82 сохранившихся фрагмента механизма. Не по отдельности, как раньше, а послойно, в объеме, с разрешением, которое позволяет увидеть даже волосок царапины на бронзе 2000-летней давности. Результат превзошел все ожидания. Впервые за 100 лет исследований ученые смогли не просто увидеть шестеренки, они смогли их посчитать, измерить зубцы, проследить, как одна ось передает вращение другой. Но главное, открылось кое-что, о чем даже Прайс не догадывался. На внутренних поверхностях механизма, там, где раньше просто виднелась ржавая корка, обнаружился текст. Микроскопические буквы, вырезанные прямо на бронзе, суммарно около 3500 знаков древнегреческого письма. По сути, инструкция по эксплуатации, выгравированная на самом приборе. Своего рода табличка «Как этим пользоваться», рассчитанная на владельца устройства, а не на нас 2000 лет спустя. Из этих надписей и из точной геометрии шестеренок стало ясно: перед исследователями не просто календарь, перед ними работающая механическая модель всего известного грекам космоса. Солнце, Луна, 5 известных на тот момент планет, затмения, Олимпийские игры —
Все в одном бронзовом ящике размером чуть больше толстой книги. И вот тогда стало по-настоящему жутко. Потому что чем точнее расшифровывали механизм, тем яснее становилось. Это не примитивная игрушка для гадания по звездам. Это инженерное решение такого уровня, что современным историкам техники пришлось пересматривать саму хронологию изобретений человечества. А теперь, что же это такое на самом деле? Бронзовый ящик размером примерно 33 на 18 на 9 сантиметров. По размеру как толстый словарь или небольшая шкатулка. Сбоку ручка. Крутишь ее, и внутри начинает происходить настоящее чудо инженерной мысли. Как минимум 30 бронзовых шестеренок, некоторые исследователи считают, что изначально их было под 40, вырезанных вручную из бронзового листа мелкими треугольными зубцами. Все они входят друг в друга, как в наручных часах, только в разы сложнее любого механизма, который появится в Европе много веков спустя. На лицевой стороне календарный диск на 365 дней, поверх него зодиакальный круг. По ним ходят стрелки. Одна показывает положение Солнца, другая — Луны. Причем стрелка Луны несет крошечный вращающийся шарик, наполовину черный, наполовину светлый. Он в реальном времени показывал фазу Луны, растущую или убывающую. Еще 5 стрелок — планеты. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Все 5, известные тогдашним грекам, двигались с правильной для каждой скоростью, включая тот самый эффект попятного движения, когда планета как будто останавливается на небе и идет назад. Для этого внутри стоят хитрые шестеренки со смещенной осью и особым штифтом в прорези. Механическое воплощение теории Гипарха о неравномерном движении Луны по эллиптической орбите. То есть математику греческого астронома, жившего за 100 с лишним лет до крушения корабля, буквально закатали в бронзу и заставили крутиться. На обратной стороне 2 больших спиральных циферблата. Первый разворачивается на 235 лунных месяцев. Это 19-летний Метонов цикл, по которому лунный и солнечный календарь снова сходятся день в день. Второй на 223 месяца, цикл Сарос, по которому греки предсказывали затмение. Рядом с каждым месяцем на этой спирали крошечный значок-глиф. Он сообщал, в этом месяце ожидается затмение и даже какого рода. А еще один маленький циферблат поменьше остальных отсчитывал 4-летний цикл панелинских игр, включая тот самый главный — Олимпийские игры. То есть представь, берешь этот ящик, крутишь ручку вперед и видишь, где будут Солнце, Луна и все известные планеты через год, через 10 лет, через 100. Крутишь назад, узнаешь, как небо выглядело во времена, когда родился твой дед. Планируешь, в каком году ждать солнечное затмение, и заодно узнаешь, когда в Олимпии в следующий раз зажгут огонь. Ничего даже отдаленно похожего по сложности не появится в Европе следующие 1300-1400 лет. Первые сопоставимые по хитрости астрономические часы построят только в XIV веке нашей эры. И тут возникает совсем другой вопрос. У такой вещи должен быть автор. Кто-то же это все придумал и собрал руками. Вот только имени этого человека механизм с собой не унес. Кто это построил, до сих пор неизвестно. Ни имени мастера, ни клейма мастерской на механизме нет. Но версии есть, и они довольно занятные. Римский оратор Цицерон, живший как раз в это время, в нескольких своих текстах упоминает бронзовую сферу, показывающую движение небесных тел. Говорит, что ее построил Архимед в Сиракузах. После взятия города римлянами в 212 году до нашей эры полководец Марцел забрал устройство как трофей и увез в Рим, где оно потом столетиями передавалось как фамильная реликвия. Тот же Цицерон в другом месте пишет о похожем приборе, который сделал Поседоний с Родоса, современник и в чем-то соперник в вопросах астрономии. Проблема в датировке. Сам Архимед погиб в 212 году до нашей эры, а найденный механизм, судя по стилю надписей и астрономическим расчетам, изготовили примерно между 150 и 100 годом до нашей эры, то есть спустя как минимум полвека, а то и век после его смерти. Архимед своими руками этот конкретный экземпляр сделать не мог, но вполне мог основать традицию, школу, которую переняли ученики. В 2008 году та же исследовательская команда присмотрелась к календарю на метоновой спирали и заметила, месяцы там названы не как в Афинах или на Родосе, а в стиле, характерном для Коринфа и его колоний. А одной из колоний Коринфа была как раз Сиракуза, родной город Архимеда. Совпадение? Может быть, но красивое.
При этом лунная теория, буквально зашитая в шестеренки со штифтом и прорезью, это математика Гипарха Родосского, одного из главных астрономов древности. И груз корабля, на котором механизм плыл, в основном родосские амфоры. Родос в это время был настоящим научным центром. Там работала целая школа астрономов и инженеров. Так что версий минимум 3. Школа Архимеда через Сиракузы, круг Гипарха на Родосе или Поседоний, о котором прямо пишет Цицерон. Может, все 3 правы понемногу. Устройство ведь не рождается в вакууме. Над таким конструктором наверняка работала не одна пара рук, а целая мастерская, объединившая математику, астрономию и высочайшее по тем временам литейное и слесарное мастерство. Но окончательного ответа наука пока дать не может. Единственный, кто точно знал имя мастера, сам механизм, и он молчит. Здесь возникает вопрос, от которого действительно не по себе. Если греки умели строить такое почти за 100 лет до нашей эры, куда делось это умение? Почему следующий механизм сопоставимой сложности человечество соберет только в XIV веке? Прямого ответа нет. Есть только версии, и по большей части довольно горькие. Первое. Такие приборы, судя по всему, были штучным товаром. Не серийным производством, а штуками, которые заказывали себе очень богатые и очень образованные люди. Вроде того самого механизма Архимеда, который потом века простоял в Риме как диковинка. Знание, как это устроено, скорее всего, держалось в узком кругу мастеров и передавалось из рук в руки, а не записывалось подробно в учебнике. Записывали идеи и теории, а вот именно практическое мастерство, конкретные чертежи зубчатых передач, видимо, оставалось в цеху у мастера и его учеников. Вторая версия – политическая и военная. Как раз в эти десятилетия Средиземноморье трясет непрерывно. Рим подминает под себя один эллинистический центр за другим, идут войны, гибнут библиотеки, разрушаются мастерские, целые научные школы теряют покровителей и финансирование. Знание не исчезает мгновенно, оно потихоньку вымирает вместе с последним человеком, который умел этим пользоваться, если этого человека некому заменить. И есть третья мысль, от которой особенно не по себе. Может быть, тот корабль, что затонул у Антикитеры, вез не просто товар. Может, на его борту был кто-то, кто на самом деле понимал, как это работает. Вез механизм заказчику лично, объяснить, настроить, обучить пользоваться. И если так, то вместе с кораблем в шторм тогда, 2000 лет назад, могло уйти на дно не только бронзовое чудо. Могли уйти и последние живые знания о том, как его построить заново. Это только версия, доказать ее невозможно. Но факт остается фактом. За 2000 лет раскопок по всему Средиземноморью не нашли ни одного второго такого механизма, ни одной похожей шестеренки, ни единого чертежа. Только этот один случайно уцелевший экземпляр, потому что его не переплавили на что-то другое, а он утонул. И вот что важно, история антикитерского кораблекрушения на этом не заканчивается. Она продолжается прямо в эти годы. Жаков Кусто на своей «Калипсо» обследовал место крушения в 1953 а потом вернулся с полноценной археологической экспедицией в 1976. С 2012 года на месте работает уже совсем другая современная команда – швейцарско-греческий проект «Возвращение к Антикитере». В 2016-м на дне нашли человеческий скелет, редчайший случай для античного кораблекрушения, да еще в эпоху, когда уже умеют работать с древней ДНК. Останки прозвали Памфилом, по имени, выцарапанному на глиняной кружке, которую подняли с того же места еще во время экспедиции Кусто в 1976-м. Ученые попытались извлечь генетический материал из височной кости черепа, самый плотный и лучше всего сохраняющий ДНК. Увы, 2000 лет в морской воде почти не оставили шансов. Материал оказался слишком разрушен для полноценного анализа. В 2022-м водолазы убрали с места крушения 3 валуна весом под 8,5 тонн каждый. Обломки скалы, которые, видимо, придавили часть корабля еще в древности, во время того же шторма или позже. Под ними нашли мраморную голову, судя по всему, от статуи Геракла. И вот тут по-настоящему кинематографичный момент. Кисть руки от той же статуи подняли со дна еще в самой первой экспедиции больше 120 лет назад. Статую по кусочку собирают через 2 поколения археологов.
В 2024-м нашли фрагмент корпуса корабля, доски обшивки, до сих пор скрепленные с внутренним набором шпангоутов из вяза и дуба. Оказалось, судно строили так называемым методом «сначала обшивка». Сперва собирали внешний корпус и только потом крепили внутренний каркас. Такая техника была распространена в Средиземноморье именно в те века. А в 2025-м, всего год назад, экспедиция нашла порядка 300 новых предметов. Фрагменты мраморных статуй, амфоры с острова Хиус, мраморную ступню еще одной скульптуры. И самое интригующее — следы второго корабля рядом с первым. Похожая керамика — остатки еще одного деревянного корпуса под слоем груза. Ученые сейчас всерьез обсуждают, а вдруг в тот шторм у Антикитеры затонул не один корабль, а два одновременно. Если это подтвердится, вопрос напрашивается сам собой. Раз там могло быть два корабля с похожим ценным грузом, не может ли где-то рядом под слоем ила лежать еще один такой же механизм? Или что-то еще более странное? За 2000 лет по всему Средиземноморью подняли со дна десятки затонувших кораблей, перекопали сотни античных городов и за это время нашли ровно один антикитерский механизм. Один единственный. При этом даже сами древние тексты, тот же Цицерон, намекают, что таких приборов было построено явно не одна штука. Просто бронза, из которой их делали, ценилась. Ее переплавляли на монеты, на оружие, на что-то более насущное, как только прибор ломался или выходил из моды. Уцелел этот случайно только потому, что не сгорел в переплавке, а ушел на дно вместе с кораблем, и там, под водой, у него не было шансов попасть в чей-то плавильный котел. Сегодня антикитерский механизм хранится в Национальном археологическом музее в Афинах, в отдельном зале вместе с современными реконструкциями, которые показывают, как он крутился 2000 лет назад. А в паре десятков морских миль от музея, у берегов маленького скалистого острова, экспедиции продолжают доставать со дна.